Па, смотри, это наш первый дом. Мы уехали отсюда ровно год назад. Кажется, это было так давно и как будто бы как вчера. Пойдем, покачаемся на качелях. В этом ролике будет лишь короткая часть нашей истории, как мы потеряли бизнес, как мы думали, что мы едем на время на одну недельку в подвал, оказались в отдельной квартире со своей кухней, комнатой. Мы познакомим вас с людьми, которые дали нам эту прекрасную возможность оказаться здесь. Также мы даже пообщаемся с ними о том, что они думают о сегодняшней ситуации с Соединенными Штатами. Хотят ли они стать 51-м штатом? И мы узнаем у них, какой язык тяжелее, русский или украинский. Так совпало, что у Шерон сегодня день рождения, и мы как раз таки пришли в этот день. Поздравим ее. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sharon, happy birthday to you. Right, like 18. Yes, 18. Thank you. У нас сегодня интервью с Майком и Шерон. Я сразу извиняюсь за мой английский. Я знаю, что он несовершенный. Более того, я ни разу не учу английский, находясь в Канаде. Поэтому ругайте меня в комментариях. Я обязательно в скором времени выучу английский. Да, Кир? Нет. Окей. We good to go. Первое, что я хотел бы сказать, это спасибо за возможность быть здесь. Спасибо, что наши дети пошли в одну из лучших школ Лондона. Мы были счастливы познакомиться с вами 2 года назад. Вы дали нам возможность жить в вашем доме. Возможно, даже жить в городе, потому что, когда мы только приехали, мы думали о том, чтобы жить в другом городе. И в самом начале мы бы хотели услышать вашу историю, немножко о вас. You go first. You go first. Okay, well, I don't know. I guess I'm from Toronto originally, but moved to London area when I first graduated from school, and have kind of stayed here ever since. The apartment wasn't being rented at the time, and it had been sitting for probably at least a year since my mom passed away. She came and lived here for 3 years, and one thing I thought she would want that too. It's kind of in her memory because she was the last person to stay in the apartment, and I just thought that it would be the kind of thing she would do. And I thought it's an easy thing for us to do because we weren't renting it anyways. And so I thought we could just help a family out that needed help. And at that time, it was pretty recently, everything had started in Ukraine, right? It was quite fresh in everyone's mind. And I think we all just wanted to be able to do something concrete that would make a difference. Я не знаю, как найти слова, чтобы вас отблагодарить. Мой английский очень плохой. Я знаю, что для вас это тоже было очень рискованно. Вы видели нас впервые. Это было очень большое дело и в вашей жизни, потому что для вас это было очень рискованно. Но спасибо вам, спасибо еще раз. Я говорил до этого, что наш бизнес уничтожен в Украине. Мы только построили его, только открылись за 3 месяца до войны. Мы рассчитывали на отличное будущее для нашей семьи, мы начали зарабатывать самые большие деньги в нашей жизни. Кристина работала очень много, почти без выходных. И после этого все было уничтожено. Я не говорил до этого, но Майк и Шерон дали нам дом бесплатно на 3 месяца. Но после 3 месяцев они нам дали возможность жить еще 1 год. Мы сумели накопить сумму денег и купить наши чемоданы для аквагрима, наши краски. И мы смогли начать наш бизнес в Лондоне. К сожалению, не получилось его сделать настолько большим, как в Украине. Но это дало нам возможность комфортно жить. Спасибо вам за эту возможность. Но мы еще не слушали Майка. Майк, кто же вы? I'm Mike, and I was born close to London. I've lived in London my whole life. What do you do for fun? What do I do for fun? Renovate the apartment. Yeah, I renovate the apartments. I don't know. I keep myself active. Я бы хотел рассказать о Майке. Майк может сделать все, что угодно. И починить абсолютно все. Это первый человек в моей жизни, который может починить все, что угодно.
Окей, у вас сломался велосипед, вообще не проблема. Разбилось, сломалось окно, не проблема тоже. Ваша плита сгорела, окей. Сгорела плита, окей, он починит. С любой проблемой вы можете обратиться к Майку. Он починит все в этой жизни. Я знаю причину, по которой вы можете сделать абсолютно все. Я слышал, что в Канаде это очень дорого. Попросить кого-то отремонтировать что-то намного дешевле сделать самому. It's not so much that I'm handy, it's more that I'm cheap. Yeah. Я бы хотел спросить у вас про аренду дома, про ваши риски. Я знаю, что это не то же самое, что в Украине. В Украине, если вы сдали дом в аренду, вы можете выселить людей в любое время, потому что это ваш дом. Это абсолютно не так, как в Канаде, это удивило меня. Я думаю, это не совсем нормальный закон. Если вы купили дом, взяли его в ипотеку, ваши жильцы перестали вам платить, и вы ничего, абсолютно ничего с этим не можете сделать. Что вы могли сказать об этом? Как это происходит? Yeah, there's the Landlord-Tenant Act is it's more so for the tenants than it is for the landlord. So if someone moves in and isn't paying rent. So with the Landlord-Tenant Act, tenants do have more rights than the landlord. So if someone moves in and they're not paying rent, you can't just simply remove them. You have to go through a lengthy process before you can get them out of the apartment. So yeah, there is obviously a risk with renting to people. So it is. I mean, it's a big concern for a lot of people that do rent apartments and stuff nowadays. Это звучит по-сумасшедшему, учитывая, что мы знаем нашу историю. Вы взяли семью на тот момент с 4 детьми. На тот момент 4 ребенка, Эмили родилась в Канаде. Again, we wanted to help people in need. So I mean, we saw the things going on in Ukraine. So we thought it was an opportunity to help. I guess I must admit I never really thought about that part of it because it wasn't really. It's not really. It wasn't a contract. It was just come and stay for a while until you can find something, that works for you long term. So it was supposed to be a short term. It just ended up being longer than a short term, but it worked okay. So it was really more just a way to help out, and I didn't really think of it as a business transaction. I guess that's the difference. It wasn't really a business transaction. It wasn't like a contract. We had no way of investigating you and doing all the stuff we'd normally do. So it was, I guess also because maybe it's a problem with some people coming over from Ukraine, but I just assumed that people were in need. They're fleeing a country in turmoil. And I guess I just didn't think that it would be something that would be an issue. Because, be appreciative of having a place to stay. I think the idea of someone taking advantage just didn't occur to us. Вы бы не хотели, чтобы мы вернулись назад? No. We want you to find new opportunities, new places. Кристина спрашивает отличный вопрос для Майка. Как вы чувствуете себя без нас? It's a little more quiet now. Как мы выбирали город? Мы просто взяли карту. Мы хотели поехать, но Торонто был очень большой для нас. Мы не говорили на английском. Никто из нас. Мы выбрали максимально близкое место к Соединенным Штатам, потому что у нас есть друзья там. Это был Уинсдор, город Уинсдор. Но Уинсдор был очень маленький. Мы взяли карту, выбрали Лондон и поехали сюда. У нас вообще не было денег. Мы думали быстро найти работу. Мы думали, что у нас получится сделать это быстро. Это была наша большая ошибка. И после этого мы обратились в украинский центр в Лондоне. Владимир сказал, что знает семью, которая готова взять людей, но это будет basement, а-ля подвал. Для нас это звучало немного странно. Всю нашу жизнь мы жили только в квартирах. У нас есть квартира в Москве. И у меня есть дом, моя мама все еще в Москве. У нее есть дом. Мой отец сейчас в Украине. У него есть дом тоже. Когда мы только приехали сюда, мы думали, что мы едем в подвал. В моих мыслях я представлял картину, что это будет что-то страшное и неуютное. Мы подумали, что, возможно, на первой неделе это будет окей, и после этого мы уже найдем что-нибудь получше и найдем работу.
Но когда мы только открыли дверь, я не уверен, но мы не поверили в это. На наших глазах даже, возможно, были слезы счастья. Мы не могли поверить. Мы думали, что это какая-то шутка, и даже опасались за наших детей, что кто-то может их украсть. Да, мы были очень счастливы. Если мы посмотрим наш путь от начала войны, мы уезжали из Москвы просто с чемоданами и рюкзаками. У нас вообще не было ничего больше. Когда мы выезжали с вашего дома, вы помните, у нас был огромный грузовик всего. Это был грузовик с чемоданами, с зеркалами, с красками, много вещей. Когда мы только уехали от вас и зашли в наш уже первый большой дом, где было много места, мы сделали видео для родителей. Мы были очень уставшие. Мы смотрели на этот большой дом и не могли поверить в это. Мы смогли добиться этого, потому что мы встретили вас. Правда в этом. Good start. Yeah. Почему канадцы доверяют незнакомцам? Я не могу представить себе ситуацию, что кто-то отдал дом в аренду и не переживал про свой дом или квартиру в России или в Украине. Почему вы доверяете людям? Like the culture in Canada, we've never had like a bad situation. So the culture has always been one of being charitable and helping people out. I mean, you kind of think of it is like it's kind of part of the Canadian culture. You look at like we send our military on all kinds of peace keeping missions and stuff like that. So it's sort of that idea of if people need help, then you want to help them. I don't know if, I mean, we are, trusting, but I think if you're talking about getting somebody in to rent, we would do all sorts of research and ask questions and get references. So we don't trust like blankly. We still would be checking that out. But I think it was different with you guys coming because you are fleeing and you are in need, and it's just a different scenario. Like it's not the same as if we were renting to another Canadian that was just going from one apartment to another. But I think Canadians just in general, I guess, yeah, we had, like Mike said, we haven't really experienced a lot of bad things to set us up for assuming the worst. We assume the best rather than the worst, I guess. How long has this house been in your family for? We've owned this house now for about 20 years. Yeah. Эмили, это для кошек, Эмили. It's for cats. It's for cats. It's okay. I haven't had anyone that can fit there yet. It's so funny. She's in the bed. I love it. Мяу-мяу. Что вы думаете о Соединенных Штатах Америки? Может быть, у вас там есть друзья и знакомые? Какая самая большая разница между Канадой и США? Canada is very much a higher social values. So we do have, like, if you're financially struggling in Canada, you're not in such a bad situation. Whereas in the United States, you don't have the same support system in place. So there is more opportunities, just better living conditions and things like that for people that aren't so financially inclined. До войны Путин говорил, что Украина хочет быть частью России. Мы немножко переживаем о ситуации в Канаде. Трамп сказал, что он хочет сделать Канаду 51-м штатом. Что вы думаете об этом? Вы знаете людей, которые действительно хотят быть частью Соединенных Штатов? Ваши знакомые, ваша семья? No, Canadians are proud to be Canadian, and they're going to stay Canadian. Some people from out west are maybe thinking it. Like you know about Western Canada? It's, in Alberta? Have you heard? Yeah. It's a more popular idea out there. Что вы знаете об украинском и о русском языке? Вы знаете, в чем разница? Ukrainian's a little smoother. Russian, you can hear it's a hard language. But other than that, I don't know any. Do you know some words in Russian or Ukrainian? No. You know something? Probably. I don't know. Yet? Нет?
Хотите повторить некоторые слова? Просто на видео сможете ли вы сделать это? Okay, in Russian language it's спасибо. Hey, use a P. Спасибо. Спасибо. Not спасибо. The first is с. Oh, Спасибо. 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 No, спасибо. 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 Yeah. Спасибо. Great. Спасибо. Okay, which harder Ukrainian is дякую. 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 It's thank you. Дякую. 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 Which one harder? The Ukrainian. Yeah. Okay. Я спросил вас насчет слов до этого, потому что я бы хотел бы сделать заключение. Мы все люди, и это совершенно не имеет значения, какой язык мы используем. Мы можем понимать друг друга. У меня был нулевой уровень английского, у Кристины он был таким же. Я просто хотел бы, чтобы этот мир был более мирным. Путин начал эту войну, потому что он пришел в Украину защищать русскоговорящих людей. Это неправда. Это тотальная ложь. Я был в Украине, и никто для вас ничего плохого не сделает, если вы начнете разговаривать на русском. Так было до войны и так есть сейчас. Вы даже можете убедиться, посмотрев YouTube-каналы некоторых блогеров сегодня. Вы можете разговаривать на любом языке в Украине. Нам очень повезло встретить вас, ребята. Я не совсем знаю, что в этой жизни мы сделали очень хорошего, что мы встретили вас. Но спасибо вам еще раз. Спасибо за это видео. Я очень надеюсь, что эта история, возможно, сделает мир хоть немножечко, но добрее. Это мое заключение в этом видео.